сегодня с вами, потому что у меня появилось новое хобби. Тратить деньги. Я так давно это не делала, что я не знаю даже с чего начать. Окей. Вы, кстати, можете пока что подписаться на мой телеграм-канал. Как-то многовато получается. В общем, действительно, у меня появилось новое хобби, поэтому сегодня будет распаковка. Вообще в этой посылке не только вещи для рукоделия типа бусин, но и всякие штуки для рисования. Например, всякие стикеры, скотчи и просто разного типа наклейки. И еще помимо ловцов солнца мне захотелось попробовать сделать браслетики и, может быть, еще какую-то бижутерию. Кстати, это не последняя часть, потому что я еще жду остальные доставки, и как все придет, я хочу снять видео, где буду пробовать что-либо делать своими руками. Короче, здесь всякие штуки для того, чтобы делать ловцы солнцем. Как вы видите, вот мне нравятся такие всякие блики, солнечные зайки на стенах, солнечные зайки, солнечные зайчики, поэтому я заказала всяких бусинок. Посмотрите. О, какая она большая. С мой глаз. Это выглядит здорово. Я это потратила, на все эти маленькие серые пакетики потратила кучу денег. Продолжим. Накупить кучу бусин я решила не просто так, потому что я в любом случае их искала именно для ловцов солнца, но потом, просто посмотрев ассортимент, я подумала, а почему бы не попробовать сделать браслетики и всякие ожерелья или даже сережки. И так я просто всю ночь провела на Алиэкспрессе в поисках всего этого. И это лишь малая часть. Возможно, это 1/3 того, что я заказала. Так, я закончила с одним большим пакетом. Вот столько у меня появилось. Многовато. А я еще не все открыла. Поэтому... Пиздец. Тут я еще в магазин зашла и купила сыр. Кстати, сейчас буду его кушать тогда. Многовато. Мне нравится. Главное... не думать о том, сколько денег я на это потратила. Ну, новое хобби, так новое хобби. Пиздец. Я в жизни столько не заказывала. Нет, я подумала, можно все-таки комментировать, и я не смогу спалить, например, свой адрес на упаковках. Я думала, это будет более голубоватым. Это такие типа натуральные камни на веревке. Ну, слушайте, они холодные. Они натуральные. Я не верю. Ой, это просто мой браслетик. Пока я не начала делать их сама, я решила, ну, надо же на чем-то учиться. И... Подождите, это не браслетик. Это на шею. Воняет. Я просто отсюда спизжу бусинки. Ну, тут на самом деле только вот эта бусинка прикольная посередине. А, ну вот это вообще звездочка. Ну и бабочка, ну и все так там. Ну, это тоже прикольно выглядит. Так, как мне это надеть? Ну, сюда эта футболка не подходит. Но в целом сегодня одета как спортивный мальчик. Вы что, все еще здесь? Удивительно.
Бисер я тоже купила, потому что, мне кажется, он выглядит прикольно в сочетании с большими бусинами. То есть, типа, когда, ну, браслеты и всякие такие штуки разнообразны. Вообще, изначальная идея, почему я решила это все заказать, потому что мне захотелось делать именно ловцы солнца. А потом понеслась как-то до браслета. Пожалуй, я поем сначала ролл. Так, я ухожу на обеденный перерыв. Кто ты такой? Это жесть, потому что только что я поела роллы и нашла там червячка. И блеванула потом от осознания самого факта. Чтобы отвлечься, давайте продолжим распаковку. Я уже оставила заявку менеджерам, так что пиздец. А как бы вы среагировали на червяка в роллах? Пиздец. Я буду пиццы только заказывать. Роллы мне больше не нужны. Скотч красивый. Я потом покажу отдельно. Давайте я просто распакую и потом сделаю досъем вблизи. Так, теперь я хочу проверить, все ли то пришло, так сказать, чекну, что должно было прийти и в нужном ли количестве, потому что бусинки, там было много отзывов о том, что там либо приходило не того размера, либо недостаточно большое количество. Вот, поэтому сейчас вам покажу, что поближе, что я взяла. Во-первых, я взяла еще себе скотч просто для того, чтобы добавлять это в рисуночки, а именно в скетчбуке, так что тут разного варианта скотч, и просто для упаковки своих заказов я тоже их хочу применять. Вот здесь такие прозрачные ленты, они запакованы вот без крышки. Тут отдельные бабочки. Там всякие такие скотчи, большие. Хочу попробовать их в рисунках использовать, как, грубо говоря, декоративный элемент. Это патчи от прыщей. Тут еще всякие наклеечки, просто... Блядь, я люблю наклейки. Так, и что? Наверное, покажу вам красивые просто бусинки, которые мне понравились. И ссылки на все позиции. Я не знаю, смогу ли я это сделать, потому что дофига всего. Но постараюсь все это оставить. Вот разных цветов. У меня тут больше всего всяких блестящих элементов. Я, кстати, думала, эти штучки будут меньше, примерно как вот эти. Но они оказались довольно-таки большими. Это я тоже думала, что будет меньше. Вот такие тоже красивые бусины прозрачные. И на ленте у меня есть вот такие. Также они есть у меня по отдельности, в других еще разных размерах. Вот.
Заказывала у разных продавцов и искала самые такие оптимальные и выгодные, так сказать, предложения. На цепочке вот такой хрусталь, но, если честно, по ощущениям это просто пластик и не совсем хрусталь. Так что понятно теперь, почему это стоило дешево, но я также заказала другие разные варианты у других продавцов, так что, надеюсь, там будет что-то более эффектное, назовем так. Тут просто цветные бусинки, тоже разноцветные камушки на леске. Мне очень понравились вот эти вот разноцветные. Но, если честно, думала, будет размер больше. И мне казалось, что я заказывала размер больше. Так что не знаю, пришло ли мне то. Вот есть такие красивые звездочки. Как видите, я большинство бусин старалась заказывать именно с каким-то блеском. Вот это тоже, кстати, очень неплохая. Я бы вот такую, наверное, разных цветов заказала. Ну, либо как аналог бисер. Есть вот такие беленькие. Тоже, кстати, я думала, что я более большую заказала. Мне казалось, размер более большой. Есть вот такая бусина. Я постаралась заказать подобных бусин разного оттенка, для того, чтобы их между собой все вообще комбинировать и подбирать плюс-минус по цветам. То есть, вот, например, как вот этот вариант. Тут прикольные такие бусины, они с японскими иероглифами. Вот здесь целый набор всяких разных стразиков и бусинок. Вот это просто пластиковые бусины, поэтому не очень дорогие. И вот тут еще были другого цвета, вот несколько оттенков. Я люблю голубой, розовый и персиковый цвет. Я подумала просто потому, что я персик. Так, еще одни бусинки. Тут тоже необычные бусины, вот такие вот. Вообще, в целом, много там разных бусин есть, но не очень большой прям ассортимент. Приходится постараться, чтобы найти что-то необычное. И вот я смогла найти что-то такое. Это тоже красивые, но они в форме какого-то цветка. Если честно, не помню, как он называется. Но я думаю, можно будет прикольно его использовать в сочетании с другими. Это я вам показывала. Тоже, кстати, красиво выглядит. Правда, у меня нет для них сочетающихся бусин. Это я не подумала, потому что синего цвета я мало заказываю. Еще прикольные бусинки. Не знаю даже, как показывать обзор на это. Ой, самые красивые. Круто. Есть аналогичные, но не прозрачные. Они, вот, я взяла микс, чтобы просто разные оттенки были. И синенькие, потому что они мне понравились. Хотя вроде я белые заказывала. Ну, почему, теперь не знаю. Вот здесь как раз-таки имитация хрусталя. И, судя по весу, стаки есть. Ну, по крайней мере, надеюсь, сейчас проверим. Ну, хрен знает, если честно, непонятно, но они с подтоном и больше сверкают. То есть, вы видите, есть блеск. Есть вот такие штучки. Они выглядят яркими, но на самом деле они полупрозрачные. То есть, типа, они с одной стороны покрыты напылением, а с другой они вот такие вот. И тоже дают красивые переливы. Мне кажется, для ловца солнца самое то. Кстати, не очень красивый микс, но вот эти синие бусины можно, наверное, сочетать. Не знаю, пока не вижу сочетания. Это тоже выглядит как-то не совсем, что я заказывала. Тут дофига оранжевых каких-то, ну, не такие, короче, как на фотографии. Я постараюсь предоставить здесь фотки, как она должна выглядеть. Тут просто микс разных бусинок, они мне показались прикольными, и как будто бы можно будет сочетать вот с этими и просто маленькими. Это тоже прикольные бусинки.
И тут дофига просто всякой фурнитуры. Здесь много всякой фурнитуры, колечек для того, чтобы можно было сделать этот ловец. И всякие подвесочки необычные, как переход, чтобы были не только бусинки, но и всякие такие соединители. Вот. И просто даже на конце, чтобы можно было повесить вот такие красивые, например, подвески. Вот видите, они тут разные. Я старалась выбирать, чтобы было и снизу, и сверху, чтобы ну, можно было продолжать не только из бусин, и между бусинок вот эти штуки делать. Так, тут просто тоже набор разной фурнитуры. Тут в основном кольца и всякие такие другие штуки, которые помогут собирать. Вот сюда можно засовывать посерединке бусинки. Вот эти бусины мне вообще не понравились, они как-то выглядят странно, мне кажется. Я не помню, что такие заказывала. Вот. И еще тут тоже можно посерединке класть бусинки. Еще подвесочки. Они стоили не очень дорого, поэтому их так много. Очень красивые бусины, к сожалению, всего 10 штук. Но в основном хорошие бусины почему-то продаются по 10 штук на Алиэкспрессе. Вот еще бусинки. Уже в виде звездочек. И вот такие тоже соединители, очень выглядят симпатичные. Я случайно разрезала пакетик. Короче, выглядит круто. И, кстати, еще цепочки на время. И тут у меня разные цепочки. Как раз таки на них и между бусинами, между соединителями я предполагаю сделать всякие такие штуки. Ну, короче, просто я смотрела всякие референсы, и там плюс-минус понятно, как все это делается, поэтому вот всякие такие вещи я заказала. Ну, на самом деле, на Озоне я увидела, что цепочки вот эти продаются большим метражом и плюс-минус то же самое по цене, так что, скорее всего, буду заказывать уже на Озоне такие вещи. Прикольные подвески просто заказала ради фана. И тут на самом деле вот, они очень красивые. Это у одного продавца. Поэтому, если вам нравится, то я постараюсь все это оставить либо в телеграм-канале вместе с фотографиями, либо еще где-то, короче. Сделал так, чтобы вам было удобно найти то, что вам хочется и что вам понравилось. Вот это тоже красиво выглядит. Вот тоже у одного продавца, как видите.